Фанаты BTS по всему миру. Что же на самом деле произошло за закрытыми дверями HYB, что заставило Пак Чимина наконец нарушить молчание? Почему его слова так задели Чингука, и почему будущее Тэхёна теперь окутано неопределенностью? Эти животрепещущие вопросы задают фанаты по всему миру, поскольку споры вокруг BTS накаляются. Неожиданное признание Чимина в сочетании с явно расстроенной реакцией Чингука поставили самую известную в мире поп-группу в центр очередной бури, той, которая может определить не только их возвращение, но и судьбу их братства. Момент был выбран как нельзя более драматично. 9 сентября 2025 года Чимин был замечен возле штаб-квартиры HYB в Сеуле. Его выражение лица было непроницаемым, но одного его присутствия было достаточно, чтобы разжечь пламя домыслов. Несколькими месяцами ранее Чимин и Чингук с честью демобилизовались из обязательной военной службы, что было встречено фанатами и отмечено похвалой начальства. Ожидания были ясны, BTS скоро воссоединятся, их долгожданный полноценный камбэк был запланирован на март 2026 года. Но внезапное решение Чимина открыто говорить о HYB полностью изменило ситуацию. То, что он рассказал и что подразумевала эмоциональная реакция Чингука, ясно дало понять одно: не все было так идеально, как казалось. Этот инцидент поднял насущные вопросы. Может ли внутренняя напряженность между HYB и ее участниками поставить под угрозу тщательно выстроенное будущее BTS? Что еще важнее, не рискует ли Тэхин, участник, о котором давно ходили слухи, что он в разногласиях с руководством, теперь остаться позади? С самого начала история BTS была историей стойкости. Они выросли из небольшой компании в крупнейший бойбенд на планете, побив рекорды и оспорив ожидания. Но с успехом приходит и внимание, а с освещением в центре внимания возникает внутренний конфликт, который фанаты редко видят воочию. HYB, корпоративный гигант, когда-то считавшийся основой успеха BTS, в последнее время подвергается растущей критике за якобы отстранение участников, принятие сомнительных решений и ставку на прибыль, а не на людей. Для многих фанатов признание Чимина лишь подтвердило то, что они давно подозревали: под внешним блеском скрываются трещины. Слова Чимина были сказаны нелегко, он всегда был известен как один из самых осторожных и эмоционально грамотных участников BTS, редко провоцируя споры. То, что он открыто говорит о HYB, даже косвенно, свидетельствует о глубоком разочаровании. Его признание, хотя и не полностью расшифрованное СМИ, как сообщается, включало в себя выражение чувства отверженности и принуждения к молчанию. Такие фразы нашли отклик у фанатов, которые уже заметили незначительные изменения в его публичных выступлениях, от ограниченных промо-акций до тщательно продуманных заявлений. Мысль о том, что HYB может его ограничивать, особенно после его значительных достижений в армии, возмутила армии по всему миру. Но внимание не остановилось на Чимине. Чингук, золотой Макне, чья преданность мемберам и компании давно является предметом гордости, как сообщается, был в ярости после признания Чимина. Свидетели описывали его как напряженного и явно расстроенного, что вызвало споры в СМИ об истинной причине его реакции. Злился ли он на HYB за плохое обращение с его братом, или же был расстроен тем, что Чимин публично рассказал об этом, потенциально поставив под угрозу деликатные переговоры о камбэке BTS? Гнев Чингука, направленный ли он на компанию или на ситуацию в целом, раскрывает одну неоспоримую истину: Чингук больше не может оставаться нейтральным. А еще есть Тэхён, участник группы, часто считался непредсказуемым. Любимым за свою честность, но также находящимся под пристальным вниманием из-за своей непредсказуемости. В последние годы циркулируют слухи о том, что его отношения с HYB натянутые, шепотом говорят о творческих конфликтах и даже о возможном продолжении сольной деятельности вне компании. Признание Чимина и гнев Чингука лишь усугубляют эти опасения. Если Чимин дистанцируется от HYB, а Чингук открыто выражает свое недовольство, что это будет означать для Тэхёна, который, по слухам, уже чувствует себя отстраненным от принятия важных решений компании? Весь этот скандал подводит нас к горькой правде. BTS — это уже не просто группа. Они — империя, связанная с ценой акций HYB, политическим влиянием и культурным доминированием. Каждый их шаг, каждое произнесенное ими слово влечет за собой последствия не только для них самих, но и для миллионов людей. Признание Чимина, хотя и глубоко личное, грозит пошатнуть основы этой империи.
Гнев Чингука только усиливает остроту ситуации, и неопределенное будущее Тэхёна теперь находится в центре всеобщей игры в угадайку. Фанаты и СМИ гадают, останется ли он верен HYB или полностью уйдет. СМИ были недоброжелательны, издания в Южной Корее и за рубежом разбирали каждую деталь этой истории. Некоторые обвиняли Чимина в безрассудстве, другие хвалили его смелость. Редакционные статьи задавались вопросом, не является ли гнев Чингука признаком более глубоких разногласий внутри группы, в то время как другие задавались вопросом, не готовится ли HYB тайно к потенциальной потере своей главной звезды. Даже финансовые аналитики высказались, предупредив, что рыночная стоимость HYB может серьезно пострадать, если доверие фанатов ослабнет. Ставки никогда не были высоки. Остается без ответа роль доверия, доверие между участниками BTS, доверие между артистами и менеджментом, и доверие между группой и миллионами ее поклонников. Неужели это доверие уже разрушено, или его еще можно спасти до марта 2026 года, когда мир, как мы надеемся, снова увидит BTS на сцене вместе? Эмоциональную тяжесть этого момента невозможно недооценить. Поклонники, которые следят за BTS уже более 10 лет, не просто сторонние наблюдатели. Они эмоционально вовлечены, их личности неразрывно связаны с судьбой этих 7 мужчин. Для них признание Чимина было предательством не по отношению к фанатам, а по отношению к образу стабильности, которого, по их мнению, достигли BTS. Гнев Чингука был похож на грубый, неотфильтрованный взгляд на боль, которую, возможно, скрывают участники группы, а не уверенность Тэхёна, на жестокое напоминание о том, что в кей-попе нет никаких гарантий. Молчание HYB лишь усугубило загадку, хотя компания и опубликовала расплывчатые заявления об уважении выбора участников и сосредоточении на камбэке группы, она избежала комментариев к конкретным заявлениям Чимина. Это молчание породило предположение о том, что более шокирующие истины еще предстоит раскрыть. Может быть, Чимин лишь поверхностно коснулся темы? Выскажется ли сам Тэхён в ближайшее время? Если да, то поддержит ли его Чингук? Или это начало раздора, которого так боялись фанаты? С каждым днем напряжение только нарастало, каждое публичное появление, каждая публикация в социальных сетях, каждый слух анализировались в поисках подсказок. Поклонники изучали фотографии в поисках скрытых посланий, анализировали язык тела и вели бесконечные споры о том, что будет дальше. Эмоциональное потрясение огромно, не только для участников группы, но и для миллионов тех, кто чувствует, что их будущее связано с судьбой BTS. Итак, остается вопрос, это начало конца или болезненный шаг, необходимый для более сильного возрождения? Будет ли будущее Тэхёна в HYB надежным, или он выберет свой собственный путь, рискуя навлечь на себя гнев одной из самых влиятельных развлекательных компаний? Перерастет ли гнев Чингука в действие, возможно, даже в публичное выступление против HYB, или он замкнется в молчании, чтобы сохранить хрупкое единство BTS? И самое пугающее, станет ли смелость Чимина высказаться катализатором перемен или искрой, которая разожжет необратимый крах? В конечном счете, важно остановиться и отстраниться от бури домыслов, эмоций и споров, окружающих эту историю. Несмотря на шокирующие заголовки и захватывающий сюжет, реальность гораздо более взвешенная. Предполагаемые признания Чимина о HYB, гнев, приписываемый Чингуку, и якобы неопределенное будущее Тэхёна, ничто из этого не основано на подтвержденных фактах, скорее, это коренится в цепочке домыслов, неверных толкований и часто чреватой сенсационностью, окружающей BTS. Чимина действительно видели в штаб-квартире HYB в сентябре 2025 года, это правда, но все последующее было лишь чередой предположений и теорий. Чимин никогда не делал официальных заявлений с критикой HYB или намека на то, что его заставляют молчать. Вместо этого его публичные выступления соответствовали тому, что кто-то готовился к долгожданному камбэку BTS в марте 2026 года. История его исключения существовала лишь в умах тех, кто интерпретировал молчание как свидетельство конфликта. На самом деле, Чимин не давал прямых комментариев, подтверждающих какую-либо напряженность. То же самое касается и Чингука, его предполагаемая гневная реакция была преувеличена. Чингук известен своими сильными эмоциями и защитным отношением к участникам группы, но нет никаких достоверных сообщений о том, что он был зол на HYB или признании Чимина.
Описания очевидцев, циркулирующие в интернете, оказались противоречивыми и во многих случаях исходят от анонимных очевидцев без каких-либо реальных доказательств. Образ Чингука, противостоящего компании или злящегося на решение Чимина, не соответствует действительности. Это проекция драмы, которую хотят видеть фанаты и СМИ. Тэхён, чье будущее давно было предметом спекуляций, также никогда не давал понять, что покинет HYB или будет вынужден сделать сложный выбор. Это правда, что он занимался различными сольными проектами и продемонстрировал сильный индивидуальный голос, но его преданность BTS и любовь к музыке группы и ее поклонникам остаются неоспоримыми. Слухи о его отстранении – это снова всего лишь история, сотканная из страхов и домыслов, а не достоверная информация. Это обнажает более глубокую проблему. То, как выстраивается повествование вокруг BTS, группа – это не просто группа, это мировая икона. С этим статусом приходит неустанное внимание. Каждый взгляд, каждое отсутствие, каждое молчание превращаются в заголовок, часто вырванный из контекста. Это характерно не только для BTS, но их беспрецедентное влияние усугубляет последствия. Поклонники, отчаянно ищущие ответы, хватаются за каждый слух, а жадные до кликов СМИ раздувают пламя. В такой обстановке грань между фактом и вымыслом становится невероятно размытой. Правда, BTS, HYB и сами участники группы не подали никаких официальных сигналов о распаде. Камбэк, запланированный на март 2026 года, остается в силе, подготовка идет полным ходом, и товарищеские отношения между 7 участниками группы остаются крепкими, по крайней мере, судя по всем публичным данным. Хотя беспокойство фанатов и распространение слухов вполне естественно, важно также помнить, что домыслы никогда не должны заменять реальность. В заключение, драматическая история признания Чимина, гнева Чингука и неопределенного будущего Тэхёна действительно эмоциональна, но она не основана на фактах. Это напоминание о силе повествования и опасности безудержных домыслов.